Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллар-рубля. Опять сегодня поздно, практически уже утром, но это сейчас не главное. Смотрите, господа, на самом деле, как я уже говорил, сейчас у нас в ожиданиях основные два события. Это, естественно, ВВП США, личное потребление, первоначальные заявки на пособие по безработице, да, это сегодня выйдет. И непосредственно, конечно же, пятница, господа, это предпочитаемый индекс показателей инфляции для ФРС. Как мы видим, доллар-рубль к этому моменту практически ушел на 71, да, а теперь смотрите, переходим на Форекс. И обратите внимание, вот он начинается тот самый процесс, про который я вам говорил. Вот это уже начинается как раз те самые балансы. На самом деле откат, я думаю, связан в связи с тем, что все-таки все сейчас начинают ждать данных ВВП США. Там, скорее всего, все будет неплохо, ВВП растет, и, соответственно, это будет, скорее всего, сыграет на ту, скажем так, ожидание, что все-таки доллар ослабнет, потому что если ВВП растет, значит, соответственно, индекс доллара будет слабеть, потому что это говорит о том, что рецессии никакой нету, и, в принципе, ну, тут как бы ситуация неоднозначная, потому что американцы, на самом деле, сейчас рассматривают все эти, скажем так, параметры с двух сторон. То есть, если сильная экономика, это есть возможность повышения ставок дальше ФРС, поэтому тут реакция может быть неоднозначная, да, а если, соответственно, ВВП растет, то это говорит, что рецессии нет, соответственно, рынки не боятся и будут продолжать расти. Скорее всего, DXY должен в этот момент ослабнуть. Ну, вот, в принципе, вот этот процесс мы сейчас видим в ожиданиях, да, именно на Форексе, обратите внимание, да. То есть здесь мы видим, что зафиналили мы 71. Но у Форекса, смотрите, уже откат идет, да, то есть он уходил аж практически на 72,5, и вот сейчас уже идет откат, уходили даже до 69,5. Это то, о чем я вам говорил, господа. Это и есть тот самый поиск потолка и дна. Цена начинает балансировать. Ровно то, что мы ждали. И смотрите, где это происходит. Если посмотреть по Форексу, да, то есть это вот 72,5, мы с вами смотрели наши уровни, вот они, господа. Вот это он и есть. Вот он этот уровень, там 71,70 он, да, а цели как раз 72,5. Вот они. Я вам показывал все это. Поэтому с большой вероятностью, что может быть все-таки закрепление за 70, но пока, возможно, не будет выходить выше 72. То есть вот в этом диапазоне, скорее всего, пойдет доллар-рубль. Притом, опять же, будет зависеть от ситуации с ВВП США и индекса инфляции. Индекс инфляции, скорее всего, тоже покажет улучшение, что инфляция снижается, потому что все последние данные показывали именно так. И, например, данные, которые были связаны с так называемой производственной инфляцией, да, я вам говорил, он является опережающим индикатором, да, и он, собственно говоря, показал тоже снижение. А это значит, говорит о том, что потребительская инфляция снижается, ну и в целом ожидания по инфляции будут снижаться. Поэтому, скорее всего, это все позитивно и для американского рынка, и мы это, кстати, увидели сегодня, да, то есть вот он, американский рынок пошел вверх. Также на американском рынке сыграло огромное значение сегодня вышедшие корпоративные данные, компании отчитались очень неплохо, Nike, FedEx там и так далее, и это тоже показывает о том, что опять же у нас про ту самую рецессию, про которую я вам говорил, что это болтовня, так оно и получается. И вот смотрите, за 3,880 мы в принципе вышли. Это очень был важный уровень, очень важный. Вот видите, он у нас здесь прочерчен уже давно, и он фактически определяет разделение на рост, да, или на падение. Но медвежий рынок идет ниже гораздо, на 3,730-770, а вот непосредственно рендж, который ведет уже вверх, то есть обратите внимание, вот мы видим трендовый коридор, да, основной, вот мы его пробили нижнюю границу вверх, это было видно буквально вчера, кстати, на самом деле, когда мы ушли на 770, тут же были откуплены. Вот я об этом уже говорил в моем канале, телеграм-канал Trade Analytics, я там все это постоянно отслеживаю, и те, кто торгует, они, соответственно, этим пользуются. И вот смотрите, на 3,880 мы как раз произвели, скажем так, восстановление, а раз растет американский рынок, почему, господа, я на нем останавливаюсь? Потому что это говорит о том, что доллар будет слабнуть. То есть, соответственно, индекс пойдет вверх, и в связи с этим доллар, как раз индекс доллара, он, наоборот, пойдет вниз. Поэтому вероятность того, что, соответственно, здесь как раз начнется попытки закрепления и остановки, вот как раз на это нам и намекает. И, в принципе, как я вам и сказал, это был нормальный абсолютно процесс. Укрепление еще может быть.
быть, потому что на самом деле ситуация с рублем, еще раз говорю, очень слабая. Более того, смотрите, сегодня я смотрел данные по Минэкономразвития опять, да, и что, собственно говоря, они сообщают? Они сообщают о том, что инфляция замедляется. Инфляция падает, ну, не так сильно, но замедляется. Это о чем говорит? О том, что ставку можно и дальше, в принципе, пока не поднимать. Более того, у них режим так называемый либо ждать, либо поднимать. То есть вот они как раз фактически находятся в том, о чем я вам до этого говорил, в состоянии чистого ожидания. Смотрят, насколько курс себя установит, на каких значениях и, соответственно, будут принимать дальнейшие действия. Никакой катастрофы, никаких взлетов там на 250, 500, 700, покупки телевизоров, продажи в Авито и так далее. Ну, этого всего не будет, понимаете, да? Поэтому все, кто там леет мечты о том, что доллар будет 500 и так далее, господа, вы живете просто вне экономики. Просто мечты, просто какие-то свои хотелки, не более того. И вот в данный момент идет, конечно, конкретное уже определение, там, где, собственно, уровень у доллара-рубля будет. Вот в данный момент я думаю, что это вот как раз в районе 72 мы, скорее всего, поймаем потолок, вот как здесь было, да, ой, простите, как вот здесь мы видим на Форексе, да, то есть вот он в районе 72,5, там где-то уже тормозится. Обратите внимание, это прокол, да, это еще не пробой. То есть откат произошел мгновенно. Это говорит о том, что 72 пока, собственно говоря, становится сопротивлением. И мы это сопротивление, господа, благодаря вот этому графику видим. Вот оно есть, да, поэтому мы здесь пробить не можем. Более того, смотрите, если мы присмотримся совсем внимательно, вот он, еще один уровень сопротивления, как раз на 72,8. Это все здесь формировалось, потому что пока вот это все было падение, эти уровни постепенно перестраивались. И они, по большому счету, нам хороший дают ориентир, чисто технический, где это все может остановиться. Ну и также, смотрите, вот этот вот уровень, который я в свое время чертил, 70-50, да, и как мы видим, следующий был на 72-50. Вот этот диапазон определял как раз медвежью зону. Соответственно, мы, скорее всего, ее обратно пробивать не будем. 70 довольно красивая круглая цифра. Я думаю, что ее постараются удержать. Но еще раз говорю, все будет зависеть, господа, вот от этих данных. Что будет по ВВП США и плюс по предпочитаемому индексу ФРС по инфляции. Сразу скажу, скорее всего, они будут играть на ослабление доллара. Но так как рубль слаб, поэтому насколько это сильно отразится на его укрепление, пока сказать сложно. Но, скорее всего, вот этот диапазон мы и займем. По евро, господа, конечно же, произойдет точно такой же процесс. Смотрите. Вот мы и достигли этот уровень 76. И видите, как сразу начался откат. Сразу все, мы пришли, мы протестировали. И постепенно начинаем откатываться. Откатываться начинаем, естественно, опять же, на ожидании этих данных. И евро может уйти чуть пониже. Вот если оно 77 все-таки не возьмет, 76, да, то тогда оно вот может закрепляться гораздо ниже, в районе там 73-72. Сейчас мы перейдем как раз к коридору, и мы все это увидим. Вот смотрите, господа, как отработал наш прекрасный коридор. Да? Вот она, зона волатильности 71, мы ее достигли. Обратите внимание, как шла цена. Четко по этажам. Раз, пробой середины, попытки взять середину годового коридора. Два, следующая импульсная свеча. Четко по верхней границе волатильности этого же коридора. Три, переход в следующую зону и тоже по границе. То есть все абсолютно четко было определено, да, куда мы, собственно говоря, можем прийти. Ну и дальше коридор, вот смотрите, если мы в итоге 71 пробиваем, все, 72, там 80, 73. И вот этот диапазон уже начинаем закреплять. Поэтому, в принципе, все процессы абсолютно были прогнозируемы. Я вам сразу об этом говорил. Я вам говорил еще, когда вот вся эта эпопея начиналась на 61. Я вам сразу сказал, что мы перейдем в эти диапазоны. Другое дело, что я думал, что все-таки выше 64-65 мы пока не пойдем. По крайней мере, до конца этого года. Постепенное ослабление, безусловно, вело к этому. Но вот это вот мгновенное ослабление из-за того, что, так сказать, произошла вот эта картина с потолками и прочее. И сейчас, господа, мы тоже кое-чего коснемся нового, да. Обратите внимание, нам все приходится больше и больше подключать инструментов к анализу, для того, чтобы анализ был более точным, да.
Значит, смотрите, во-первых, давайте посмотрим, как ведут себя облигации. На самом деле, я думаю, что те же двухлетки, они вот, скорее всего, в этом где-то примерно диапазоне пока останутся. Максимум подымутся там в районе 4,4, 4,5. Потому что, ну, конец года уже все как бы понятно уже, какие у них по большому счету сейчас диапазоны будут. А вот десятилетки, господа, они пока могут продолжать вот как раз за сторону 3,7 уходить в сторону 4. И вот, кстати, у нас вот этот восходящий локальный коридор, он появился. Но вот это все движение сейчас приостановлено, потому что все ждут данные по ВВП и, соответственно, по инфляции. Если они покажут то, что, собственно говоря, рынок ожидает, то есть ВВП растет, инфляция падает, то, соответственно, рост прекратится и будет попытка просто вот рейнджевого движения. Да? А по индексу доллара мы тоже увидели, смотрите, идет ослабление, идет конкретное ослабление. При этом, смотрите, какая ситуация. Нефть у нас пошла вверх. Нефть пошла вверх. Она сегодня, прежде всего, отыграла, безусловно, ситуацию с запасами, как я вам и сказал. И обратите внимание, те самые 82-84, про которые я вам и говорил. Да? Вот мы туда, в принципе, пытаемся вернуться. Запасы вышли минус 5 миллионов с половиной баррелей. То есть это говорит о том, что спрос восстанавливается. Не после того, как там выходили 15 там, и 10 в плюсе, то все-таки минус 5, а планировалось там где-то 1,8. Это говорит о том, что, конечно же, экономика довольно крепко себя чувствует, и спрос, безусловно, на нефть растет. Ну, а значит, соответственно, какая нафиг рецессия, как я и говорил. Да? Теперь смотрите дальше, господа. К нефти придется подключиться еще одним графиком. Смотрите, это спотовый. Да, спотовая цена сырой нефти на Уралс. А вот здесь, господа, картина несколько иная. Конкретно российская нефть, она падает. И мы видим, что как раз под воздействием вот этого потолка мы начинаем снижаться. И вот цены на нефть на Уралс, они, конечно, как раз и требуют вмешательства нашего правительства и ответа. А что, собственно говоря, мы, так сказать, ответим на этот прайс-кэп, да, то есть насколько они все-таки будут подготовлены именно таким образом, чтобы попытаться эту цену скорректировать. Потому что цены на Уралс падают, а значит рубль может тоже продолжать ослабляться. Вот я к чему это все, господа, веду. Ну, в принципе, смотрите, теперь еще посмотрим по китайскому юаню. Да? Здесь тоже, смотрите, Форекс, тоже остановка, как я и говорил, начинается коррекция. Обратите внимание, он даже тут прогнозирует коррекцию вплоть до 9,3. 9,3, видите, да? 9,3. Я не думаю, что, конечно, сейчас такая будет коррекция, надо будет смотреть. Пока все-таки достаточно уверенный спрос сейчас на юань. Вот. Но остановка произошла. Это, собственно говоря, все то, что и требовалось доказать. Обратите внимание, опять также отработали этажи 10, да, и вот следующий 10,3. И тоже здесь практически мы также шли, смотрите, от этажа на этаж. То есть на 9,5, потом тут же 9,8, с 9,8 на 10 ровно. Ну и вот, собственно говоря, на 10,3. Вот 10,3 пока становится под вопросом, пойдет ли на 10,5. Торможение определенное произошло, мы видим, да. Но это все, господа, еще раз говорю, на ожидания. То есть это все ждут данных по ВВП и, соответственно, индексу непосредственно инфляции в США. А в целом все равно ожидания, я думаю, именно против доллара, поэтому вероятность того, что здесь может начаться коррекция, потому что рубль, он, конечно, укрепляться не будет, его никто толкать не будет, но и доллар перестанет расти, и в связи с этим и есть вероятность, что просто начнется как раз поиск того диапазона баланса, про который я вам все это время говорю. Да? По S&P 500 мы посмотрели, да, здесь тоже как раз идет попытка вернуться за 3900. Так, ну и смотрите, значит, сегодня мы, естественно, ждем вот этих данных. Показатели по ВВП США, личное потребление. Здесь может опять начаться какая-то волатильность. Скорее всего, она будет более корректирующая, как я уже сказал, да, что мы, вот как на Форексе показывают сейчас, 70-80. На самом деле, смотрите, по коридору мы можем отойти в район, вначале по рублю посмотрим, в район 69, вот сюда. Мы сейчас по Форексу где находимся? 70 и 80, да? Но на самом деле мы можем отойти спокойно на 69. Вот здесь, 69,5. Вот здесь мы можем спокойно оказаться.
Поэтому, если что, готовьтесь. Там, если кто уже попытался там купить и так далее, коррекция может начаться. И плюс, соответственно, вот эта середина, да, 68, если мы все-таки не удержим 69, хотя, я так понимаю, в планах все-таки удержаться за 70, по Форексу это видно, что 70 мы пытаемся удержаться, то тогда может откат быть и до 68. Вот за 70 надо будет следить, достаточно очень так внимательно. Дальше смотрите, по евро давайте посмотрим. Тут тоже все в рамках этого же коридора будет. Сейчас посмотрим. Да, смотрите, четко. Четко, вот она у нас получается зона волатильности 7,6, но мы-то знаем, что здесь даже и уровень-то есть, да, не просто зона волатильности, а вот в районе 7,6 очень серьезный и плюс еще динамически укрепленный. Динамически тоже, смотрите, как он его выдавил. То есть цена попыталась пройти, а он вниз ее давил и вот, в принципе, выдавил, да. Это технически, господа, естественно, это я не говорю, что это именно поэтому происходит, потому что многие очень уверены, что все работает исключительно по технике. Нет. И вот, собственно говоря, ориентиры нам дали, да, что у 7,6 мы остановимся. Так оно это и произошло. И, в принципе, теперь переход вот в эту зону 78-79, да, ну там 78-60 и 79, достаточно пока под вопросом. Потому что, еще раз говорю, сейчас, но, опять же, для евро, например, да, картина может быть несколько иная. То есть, если доллар начнет ослабевать, не факт, что она будет ослабевать. Она может, в принципе, после этого решения и пойти вверх, но, честно говоря, мы уже видим по реакции, что здесь уже начинается баланс. Помните, я вам говорил, пол и потолок, пол и потолок. Вот он потолок. Вот теперь начинаем формировать пол. Хотя вот если посмотреть вот здесь по этой свече, то он нам как бы намекает, что пол как раз будет в районе 73. Вот так, господа, проводится правильный анализ. Не когда там начертили, и вот у нас где-то вот здесь хай, знаете, как вот во многих каналах делают, вот так вот начертить линию, и потом вот так вот кисточкой. Вот, вот мы сюда придем, или там наоборот лой, и вот мы придем сюда, когда, что, на чем, никто ничего не знает. Но зато аналитики просто блестящие. Так вот, вот здесь вот картина как раз начинает формировать основной, я считаю, вообще инструмент для анализа, это пол и потолок. То есть диапазон цены, который указывает непосредственно, где наступает зона баланса. Для тех, кто занимается теханализом, для них это можно назвать зоной аккумуляции, да, или, например, потом уже, когда будет после дистрибьюции, опять консолидации, да. То есть, по большому счету, в принципе, вот эти три основных процесса, которые связаны именно с реальным движением цены, а не просто рисованием всяких уровней и прочее. Так вот, вот сейчас мы вот этот уровень, скорее всего, в районе либо 73 в итоге закрепим, очень похоже на то, потому что 76, судя по всему, идет на пробой вниз. И вот эта свеча, она тоже как бы продемонстрировала, что была попытка выйти за 76, цены не удержались, был перед этим бросок на 73, но оттуда выкупили. Поэтому, скорее всего, вот она, балансовая наша, можно сказать, диапазон по цене. Посмотрим, конечно, еще раз говорю, каких-то сейчас прогнозов, когда рубль ослаблен полностью, делать преждевременно, но в целом некие сигналы у нас появились, господа. Ну и на этом, наверное, и закончу. В принципе, как бы основные события у нас, еще раз говорю, впереди. Пока вот в данный момент это больше должно работать против доллара, да, сразу вам говорю, поэтому вполне возможно будет коррекция, кто там торгует, например, там сишкой, там, например, да, фьючерсами там на доллар-рубль или вообще там на Форексе торгует, будьте осторожнее, уже как бы есть намеки на остановку, про ту, которую я вам говорил. Так, господа, также напомню, кто, собственно, интересуется не только курсом доллара-рубля, а вообще как бы финансовыми инструментами, то вот телеграм-канал Trader Club, анализ акций, Trade Analytics. Подписывайтесь, участвуйте у нас в прямых эфирах в YouTube. Также можете задавать мне напрямую вопросы там в этом канале и так далее. Так что на этом, господа, заканчиваю. Еще раз напомню, в пятницу подведем итоги. Будет очень серьезный, предпочитаем ФРС показатель инфляции, очень серьезный как бы показатель. И он окончательно покажет, где в итоге у нас наступит баланс. Но в целом, как бы, я думаю, что там все-таки доллар будет ослабляться, поэтому, скорее всего, мы будем искать просто уже некий коридор, в котором мы в итоге останемся. То есть пол будет, скорее всего, уже начать, будет формироваться как раз к пятнице больше. Ну и, соответственно, господа, в воскресенье сделаю новый обзор, новой недели. Там будет тоже много всего интересного, хотя год уже заканчивается. Но все равно мы, как говорится, следим и мы в курсе. Поэтому следите за нами и тоже будете в курсе.